Всем добрый день. Тема сегодня – психоанализ Зигмунда Фрейда. Кому-то эта лекция покажется очень скучной, а кому-то очень интересной, поскольку в этой лекции мы затронем основные термины и понятия о психоанализе. Что же это такое? Начнем с самого начала. Зигмунд Фрейд родился в 1856 году, умер в 1939 году. Он был австрийский психолог, психоаналитик, психиатр и невролог. Я думаю, это одна из наиболее самых знаменитых и известных личностей в психологии. Многим он нам знаком. Также он известен как основатель психоанализа, который оказал значительное влияние на психологию, медицину, социологию, антропологию, литературу и искусство XX века. Воззрения Фрейда на природу человека были новаторскими для его времени. И на протяжении всей жизни психолога его работы не прекращали вызывать резонанс и критику в научном сообществе. Интерес к теориям ученого не угасает и по сей день. На самом деле так оно и есть. Структурная модель психики по Фрейду. Зигмунд Фрейд внес огромный вклад в развитие психологии. Он стал родоначальником психоанализа, глубинной психологии, впервые употребив этот термин в работе 1891 года. Фрейд использовал слово «психоанализ» для обозначения теории личности, а также метода лечения психических расстройств. Теорию Фрейда называют еще психодинамической теорией личности, поскольку основное внимание в ней уделяется динамике и конфликтным сторонам психических процессов. Фрейд считал, что ничего в психической жизни человека не происходит беспричинно. Основы психической активности заложены в бессознательной сфере человека, а особенности психики формируются в раннем детстве. Структура психики совпадает со структурой личности. Психика состоит из трех основных блоков: бессознательного ид, сознательного эго, сверхсознательного суперэго. Влечения, инстинкты по Фрейду, такие как агрессивные, тонатонические стремления к смерти, поддерживающие, эрос, энергия жизни, психосексуальная. Либидо – та специфическая энергия, которая связана с инстинктом жизни. Энергии, связанной с инстинктом смерти и агрессии, Фрейд не дал собственного имени, но постоянно говорил о ее существовании. Распределение энергии, катексис, происходит в раннем детстве. Процесс катектирования, процесс перехода из одного состояния в другое, из тонатонической энергии в поддерживающую и наоборот. Наше «я» стремится к удовольствию, на этом построена наша жизнь. С его точки зрения, развитие психики есть приспособление, адаптация к окружающей враждебной среде. Движущими силами психического развития служат врожденные и бессознательные влечения, чувства. Основой психического развития являются эмоции и мотивы человека. Психологические защитные механизмы. Возможность поддерживать свое психическое здоровье зависит от механизмов психологической защиты, которые помогают человеку, если не предотвратить, то хотя бы смягчить конфликт между ид и суперэго. Главные механизмы защиты являются следующие. Первое. Вытеснение. Механизм, при котором энергия вытесненного и неосуществимого мотива, то есть желания, не осознается, но остается в человеке, вызывая рост напряженности, который дает о себе знать в виде символов, наполняющих наши сновидения, в виде ошибок, описок, оговорок. Второе. Регрессия. Временный переход на более ранний уровень психического развития, как бы отступление в тот психологический период, когда человек чувствовал себя наиболее защищенным. Например, детский плач у взрослого, кусание ногтей, жевание резинки или курение табака, вера в злых или добрых духов. Третье. Рационализация. Объяснение неприятной ситуации как благоприятной, не осознавая реальных мотивов своего поведения, прикрывает их и объясняет придуманными, но морально приемлемыми мотивами. Проекция. Приписывание другим те желания и чувства, которые человек испытывает сам. Если субъект, которому было приписано какое-либо чувство, своим поведением подтверждает сделанную проекцию, этот защитный механизм действует достаточно успешно. Наиболее эффективным механизмом защиты является сублимация, то есть перенаправление нереализованной энергии в другие области. В труд, творчество, спорт. Успех творческой деятельности объясняется тем, что в ней происходит полная реализация накопленной энергии. Катарсис, очищение человека от нее. На основе этого подхода к сублимации позднее в психологии были разработаны основы терапии искусством, так называемая арт-терапия.
Защитные механизмы личности впервые были подробно описаны дочерью Зигмунда Фрейда Анной Фрейд. Стадии раннего детского развития. Либидозная энергия является основой развития личности, характера человека и, соответственно, закономерности ее развития. Фрейд создал свою периодизацию детского психосексуального развития. Фрейд понимал сексуальность широко, считая, что на каждой стадии раннего развития ребенка определенная область его тела или орган является главным организатором его развития. От рождения до года – оральная стадия. По Фрейду организатором развития ребенка становится стимуляция области рта, то есть кормление грудью ребенка. Далее, анальная стадия от 1 года до 3 лет. Этот период активной социализации ребенка, усвоения им правил и норм и запретов. По Фрейду основным организатором развития ребенка становится стимуляция анальной области. Действительно, одно из основных требований к ребенку – его приучение к горшку. От 3 до 5 лет – генитальная стадия. Полуролевая идентификация. В этой стадии выделяются две фазы. Фаллическая от 3 до 4 лет, когда ребенок охотно становится предметом внимания, гордится собой. И эдипальная, когда ребенок начинает проявлять интерес к противоположному полу. По Фрейду первой любовью ребенка становятся родители противоположного пола. При этом ребенок конкурирует с родителями своего пола, так называемый эдипов комплекс. И латентная, скрытая. Период обучения в начальной школе – основной вид деятельности ребенка – учеба. Сексуальность ребенка проявляется не так явно, поэтому данная стадия раннего развития ребенка и называется латентной. На слайде показана картинка структуры личности по Зигмунду Фрейду. У нас представлено ид, эго, суперэго, связь структурной модели с уровнями сознания. Либидозную энергию Фрейд считал основой развития не только индивидуального человека, но и общества. Он писал, что вождь племени является своего рода его отцом, которым мужчины испытывают эдипов комплекс, стремясь занять его место. Табу реагируют социальные поведения людей. Позднее последователи Фрейда создали систему этнопсихологических концепций, которая объясняла особенности психики различных народов, способами прохождения основных этапов в развитии либидо. В своей психотерапии Фрейд исходил из того, что врач занимает для пациента место родителей, доминирующее положение, которое он признает безусловно. Лекция подошла к концу. От таких умных слов у меня даже в горле пересохло. Всем большое спасибо. С вами был Сергей Витищенко. Если вам понравилось, поставьте лайк. Всего доброго. До свидания.